Мої вітання постійним та новим глядачам. Я Светлана. Сегодня расскажу вам про свое красивое акцентное дерево в саду. Покажу его цветение даже. Дёрин Кауза Сатоми. В ноябре прошлого года я уже рассказывала о том, как оно появилось. Необычно, кстати, тоже в моем саду. Сегодня я покажу в разные сезоны года, как оно выглядит, скажу краткие характеристики и полюбуемся необычными цветами. Это даже не цветы. А в конце видео для хорошего настроения покажу цветение лаванды. И открою про лаванду маленький секрет. Даже если вы любитель роз и гортензий, только роз и только гортензий, дерево должно быть хвойное или лиственное, но какое-то акцентное дерево должно быть в саду. Я долго выбирала, какое же мне посадить. Солитер акцентный, необычное дерево. И выбрала высокий кустарник Дёрин Кауза. Увидела в Пинтересте и загорелась им. Правда, я хотела с белыми цветами кауза, но так получилось, что мне достался редкий сорт Кауза Сатоми. Совершенно случайно. Чему я несказанно рада сейчас. У меня сад небольшой, и этот сорт мне как раз подходит. Сейчас мы видим его в окружении гортензий на заднем плане, как он выглядит в августе. Какая у него листва. У меня сад небольшой, и мне этот сорт как раз подходит. Кауза Сатоми имеет раскидистый невысокий размер. В высоту и в ширину примерно одинаков 3,5-4 метра. Это съемки прошлого года. У него осенью очень красивая листва. Смотрите. И зеленые, и бордовые, и почти черные листья. Мало того, что оттенки такие необычные, смотрите, какая форма у него. Закрученные лодочки. И если издалека смотреть, то аж чернотой листва отдает. Вот тут хорошо видно. Это прошлого года, еще раз повторяю, видео съемка. В этом году я как-то закружилась с гортензиями, совсем за него забыла. Оно выросло у меня в ширину и еще больше. Покажу вам, там обломалась одна ветка. Сильно уж раскидистый, надо нормировать крону. Моему Сатоми 3,5 года. Посажен в зоне входа на участок. Вы его видели. В разные времена года он выглядит удивительно, интересно и абсолютно по-разному. Красивая блестящая листва, да? У Кауза Сатоми узнаваемый габитус. Силуэт растения. Крона имеет воронкообразную форму. Вот эта съемка весной уже 23-го года. Цветение. Форма кроны воронкообразная, еще раз повторяю, тонкие веточки со светлой корой. В зимнее время светлая кора сильнее видна. Сейчас она на видео немножко коричневая. Это очень необычно. Ветви практически горизонтально расположены. Цветет обильно и очень долго. Вначале как бы не очень так, какие-то цветочки маленькие, да? Но они очень долго раскрываются. Месяц, а то и больше. Из малюсеньких таких темно-вишневых постепенно увеличиваются в размере, наверное, в 2 раза. Почему так долго? Потому что это не цветы, скажу вам по секрету. Это прилистники. Вот они какие. И постепенно цветок этот сам будет становиться больше, разрастается. Лепесточки у него не мягкие, как у сливы или у яблони, не нежные.
а жесткие, потому что это прилистники. Отцветая, кауза закладывает плоды небольшие, похожие на малину. Я читала, что они съедобные и сладкие, но, к сожалению, как-то про плоды я совсем закрутилась, забыла по саду летом. Пчелка летала и забыла про кауза сатоми. Сами эти прилистники, видите, как кисточкой разрисованы такие штрихи по лепесткам, а плоды будущие видны в центре. Вот они. Потом они зреют, и такая, как ягодка получается. Куда они у меня делись? Может, птицы их съели? Я даже и не знаю. В следующем году обязательно попробуйте ягодки. Зимостойкость у кауза до минус 25-30 градусов. К почвам не требователен, любит слабокислую или нейтральную. У меня с угленки как раз ему все понравилось. Заявлено в характеристиках, что высаживать его надо в полутени. У меня 2 года рос на полном солнце, забора еще не было и практически без полива. Сколько я там лейкой наношу в жаркий летний день. Получается, кустарник этот очень неприхотлив, раз выжил у меня. Только в прошлом августе мы проложили капельный полив и поставили вот этот фасадный забор. В утреннее время на 3 часа, часов до 11, даже до 10, он немного прикрывает куст. Еще раз акцентирую, что цветет очень долго. Вот такие цветы. Видите, уже больше в размерах, и они светлеют. Сразу вишневые, а потом такие нежно-нежно розовые становятся. Весной, когда еще цветов мало, он прямо как отдушина. Видите, гортензии еще маленькие-маленькие там. Вот такой красавчик растет у меня в саду. Растет он в окружении шаровидных туй и гортензий с хвойными. Рекомендую, посадите его. Если у вас небольшой сад, его можно крону нормировать. У него, кстати, очень интересная крона, практически горизонтально ветви раскидываются. Я там покажу сейчас. Летом сильный был ливень, ветер, и одну самую нижнюю ветвь просто отломала. Они параллельно земле, эти ветви, видимо, сильно туда-сюда мотылялись, и просто выломалась четверть дерева. Я замазала садовым варом, все обошлось, все хорошо. Понравилось дерево? Мне очень. Я прямо несказанно рада, что оно случайно так у меня оказалось. Рекомендую. Это идеальный будет выбор для садов в японском стиле или если вы его посадите солитером. Неприхотливая, красивая, и летом, и весной, и зимой светлая кора у него. Красив. А что же я хотела вам в конце про лаванду кратко рассказать. Искала для завершения видео красивые видео и нашла лаванду свою. Летом снимала. У лаванды, это такой совет маленький, у лаванды благодаря цвету нежно-голубому, сиреневому, темнее, светлее, разные сорта есть. Так вот, есть такое свойство, она своим цветом и такой нежной синевой способна усиливать желтые и розовые розы. Розовые особенно. Если вы компаньоном в ноги посадите лаванду, вы увидите, что ваши розовые розы стали даже в пасмурный день яркие и красивые. Попробуйте такой маленький фокус сделать, сажайте ее в компаньоны, и сад заиграет цветом. Желтые и розовые розы, запомните. Ну что, до встречи в следующем видео. Будет опять что-то интересное.